Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам показываю офигенную классную стрижку. Стрижка полностью со схемами. Let's go-шки, друзья! И в этом видео я покажу вам стрижку обратное каре. Степ 1. Отделяю прядь в наивысшей точке головы. Наивысшая точка головы находится на вертикали за ухом. Опускаю эту прядь на затылочную зону. Но не стригу ее, а лишь ориентируюсь на длину этой пряди. Далее на самом нижнем первом слое волос нахожу прядь по центру и стригу на 1,5-2 сантиметра короче вот этой самой длинной пряди. Степ 2. Отделяю волосы на затылочной зоне. Повыше прям так можно отделить. Причем проборы диагональные, чтобы по центру было больше волос, чем по бокам. Высота зоны по центру 10 сантиметров до краевой линии роста волос. И нахожу опорную прядь, которую мы подстригли в степ 1. Длина этой пряди примерно 4 сантиметра, но эта длина может варьироваться в зависимости от длины шеи клиента. Отделяю в пи-проборе прядь шириной 5 сантиметров и прямым срезом стригу все волосы на уровне опорной пряди. Далее буду стричь методом прядь за прядью, который выглядит таким образом. Пи-пробор делим на две части, получаем 2,5 сантиметра. И столько же подчесываем новых волос. Можно работать с центра вправо, с центра влево или наоборот. И стригу на уровне предыдущей подстриженной пряди. Подчесываем волос столько, сколько убираем. И стрижем на уровне предыдущей пряди. Очень важный момент. Все волосы стригу, направляя к себе. То есть я не двигаюсь вокруг клиента. Таким образом я получу линию среза этого ряда, концы которой лежат на одной оси. Но я вам покажу потом эту картинку, вы поймете, о чем идет речь. Следующий важный момент – это контроль. С правой стороны мы подстригли всю длину. И чтобы не блуждать и угадывать, куда же мы выйдем с левой стороны, мы сразу же на уровне правой контрольной пряди подстригаем левую контрольную прядь, к которой мы будем направляться. Это очень удобный способ, и я всем рекомендую его применять. Стрижем таким же образом методом прядь за прядью. И вуаля, мы видим нашу контрольную прядь или контрольную точку. Уже под нее и стрижем оставшиеся волосы. Все, первый ряд готов. Если волосы все вычесать на расческу, мы увидим, что первая и вторая точка, это крайние точки этого ряда, лежат на одной оси. Степ 3. Отделяю еще один ряд толщиной 2,5-3 сантиметра. И верхняя часть этого ряда уже идет параллельно горизонту. И опять начинаю работать с П-пробора. Отделяю пряди в этой зоне. И
второй ряд стригу уже на 5 миллиметров длиннее предыдущего ряда. Техника та же, методом прядь за прядью. Под верхним слоем находим нижний ряд волос и стрижем второй ряд длиннее предыдущего на 5 миллиметров. С правой стороны я подстригла опять контрольную прядь для левой стороны. То же самое делаем сразу контрольную прядь с левой стороны. Стрижем ее на уровне первой контрольной пряди. Далее направляемся с центра влево. Также все волосы стригу на 5 миллиметров длиннее предыдущего ряда. Очень важно руку держать на шее клиента с минимальной нулевой оттяжкой. Нулевая оттяжка – это волосы, лежащие в свободном падении, то есть вертикально. Вот она, вторая опорная точка, и мы благополучно направляемся к ней. Она нам видна, и уже нет вот этих поисков, правильно ли я стригу, туда ли я пришла, или потом в окончании всей стрижки начнем все равнять. Степ 4. Отделяю следующий ряд. Этот ряд уже должен быть немного шире, чем предыдущий. 3-4 сантиметра. И делаю те же действия. Стригу этот ряд на 5 миллиметров длиннее предыдущего. Опять начинаю работать с зоны P по центру, отделяю прядь, нахожу предыдущий ряд и стригу на 5 миллиметров длиннее. Далее делаем все то же самое.
Степ 5. Угадайте, что мы дальше делаем. А дальше мы распускаем все волосы и также их стрижем на 5 мм длиннее предыдущего ряда. Все очень просто. Такая стрижка идеально подойдет для жестких волос. И еще очень важный момент. Если у клиента волосы густые и чешутся руки профилировать волосы, то делать это можно только на первом, втором слое с осторожностью на третьем. А на последнем слое делать это нежелательно. Иначе вы увидите, как волосы будут торчать в разные стороны на верхнем слое. А нам это ни к чему. Нам нужна твердая форма, которая будет хорошо укладываться не только нами, но и клиентам в домашних условиях. Как видите, я продолжаю делать все те же действия. Каждый ряд стригу на 5 мм длиннее предыдущего. Все очень просто, дорогие друзья. Степ 6. Ну и куда же без укладки? Причем я делаю укладку без фанатизма. Немножечко подкручиваю на брашинг волосы внутрь. И они шикарным образом подкручиваются. Вот в чем дело. И вы видите, какая твердая нижняя часть. Она массивная и прекрасно держит форму. Очень классная стрижка. Советую всем, кто любит каре. И не просто любит, а такой классический красивый вариант каре с небольшим удлинением вперед. Как вот сейчас вы увидите на фотографии. Ну вот видите, как все просто. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.